Здравствуйте, друзья! Почему 9-дневная славянская неделя стала 7-дневной? До крещения Руси коренная народность славяне пользовались своей особой системой летоисчисления. В дохристианские времена неделя у большинства славянских племен была 9-дневной, а не 7-дневной, как в современном мире. Почему после крещения Руси неделя стала складываться из 7 дней и чем еще отличался древний часослов славян от современного летоисчисления, вы узнаете в этом видео. Все славянское летоисчисление начинается от мифического дня сотворения мира. Год или лето у славян состоял не из 12, как принято сейчас, а всего из 9 месяцев. При этом в славянском календаре были также полные или нечетные месяцы, имели по 41 дню, и неполные четные по 40 дней. Все месяцы в славянском часословии в свою очередь делились на недели, каждая из которых состояла не из 7, а из 9 дней. Названия дней в древнеславянском дохристианском календаре и их значение. Понедельник – день, который наступал после недели, по неделе. Всегда был рабочим днем у славян после отдыха. Вторник – второй день в неделе. В этот день славяне также трудились. Третейник – третий день традиционно был днем отдыха, а также постно-разгрузочным днем. Четверик или четверг – рабочий день. Пятница – пятый и средний день славянской недели. В пятницу традиционно можно было работать, однако тяжелый труд в этот день не поощрялся. Шестица – шестой день недели у славян был выходным. Седмица или седмица – в седьмой день славяне обычно устраивали отдых от ежедневных хлопот. Осьмица – восьмой или осьмый день славянской недели. В этот день люди старались закончить все дела. Неделя. Само название говорит о том, что в 9-й день славяне ничего не делали, а отдыхали и развлекались. В этот день ходили в гости, собирали пиршества и справлялись свадебные обряды. С приходом на Русь христианства, начиная со II века, во многом благодаря церковникам неделя на Руси стала короче на 2 дня. Из календаря были убраны третейник, ставший впоследствии средой, середины недели, и осьмица. Последний день неделя как бы слился с седмицей и стал воскресеньем, хотя традиция ничего не делать в этот день так и осталась. Шестой день или шестица получила название суббота, от последнего дня еврейской недели – шаббат. В шаббат евреи почитают творение Богом мира, ничего не делают, постятся и отдыхают. Почему неделю на Руси после крещения сделали 7-дневной? После прихода на Русь христианства церковь начала продвигать реформы практически во всех сферах жизни и быта древних славян. Коснулось это и календаря. И если летоисчисление от Рождества Христова на Руси ввел царь Петр I в 1699 году, повелев вместе с этим считать началом года январь, а не март или сентябрь, как было принято у славян, то недельная реформа произошла в самом начале христианской истории русских земель. Исследователи считают, что славянскую 9-дневную неделю в современную 7-дневную превратили служители церкви. Так было проще высчитывать христианские торжества и отмечать их вместе с остальным крещенным миром. Из-за резкой и стремительной популяризации новой религии, часто ее насаждали славянским племенам насильственно, огнем и мечом, славяне довольно быстро перешли на месяцы слов, в котором неделя состояла из 7 дней. Автор статьи Виталий Мороз. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.